Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто круто изменит вашу жизнь? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Ох, ребята, что же вы так прошлым еще живете? Ну так же нельзя, ребятушки. Вы еще, знаете, вот не вышли из состояния какой-то ностальгии. Вот прошлое вас не отпускает. Есть люди, которые живут будущим. Вы же живете еще, ну, по большей мере прошлым. Это могут быть какие-то воспоминания. Воспоминания из прошлого, кто-то даже о детстве, может быть, думает, кто-то о любимой женщине, с которой расстались, как было когда-то хорошо, да, ну, то есть у всех это будет по-разному, вот какие-то приятные моменты, какая-то, вот, знаете, теплая, но болезненная такая вот ностальгия, воспоминания. Вы человек очень стабильный, в принципе, у вас жизнь сейчас довольно стабильная. Единственное, за исключением, что личной жизни пока у вас нет, вы ее пока не наладили. Вы очень такой уравновешенный, очень как-то вот у вас все взвешенно происходит в жизни, да. Вы не будете спонтанно принимать решения, вы скорее 100 раз подумаете, да. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, как говорят в пословице. В общем-то, вы человек стабильный. И сейчас, вот по большей мере, да, вот у нас пентаклей много выпало, вы сейчас вот стали более денежно-материально ориентированы. То есть у кого-то это проиграется, что вы заняты зарабатыванием денег, да, вот усиленно окунулись головой в работу. Кто-то это делает для того, чтобы отвлечься. Может быть, вы взяли дополнительную работу, либо за кого-то, за двоих там работаете, подрабатываете. Ну, то есть вы полностью окунулись вот как-то в работу. Причем довольно неплохие у вас будут заработки, у вас будет очень хорошая, может быть, даже и сейчас уже у кого, довольно неплохая жизнь. Я не могу сказать, что вы бедствуете. Вот единственное, что вам осталось, наладить вашу личную жизнь, да, о чем мы сегодня с вами поговорим. Причем вы такой человек очень щедрый. Вы настолько щедрый, что вы, вот если вас хорошо по-человечески, да, вот искренне по-доброму попросить, вы последнее отдадите. Но это если к вам по-хорошему, то и вы будете по-хорошему. Вы такой, наверное, уже стали более взаимный. Как-то и жизнь вас научила, и опыт ваш научил. Вот как люди к вам относятся, так и вы относитесь. Вот как-то больше взаимности. Вы очень любите комфорт, я бы сказала. Вы бы, ну, не жили бы в какой-то хижине дяди Тома, да, в лачуге какой-то вы бы не жили. Вы стараетесь вот всегда обустроить свой дом, вот свое жилье, как-то вот, знаете, пусть это будет по-простому, пусть даже если это, ну не евроремонт и там не богатство какое-то, но все равно это должно быть как-то вот чисто, уютно, да. Вот как-то вы вот свое гнездышко стараетесь всегда обустроить, да, вот именно чтобы вам было комфортно. Так, давайте-ка теперь посмотрим, кто же круто изменит вашу жизнь. Что же будет в вашей личной жизни дальше? Потому что сейчас как-то вот у вас все хорошо, вроде бы и с деньгами хорошо, да, вот какая-то стабильность, вот в душе уже более-менее так вот ваши чувства, эмоции поулеглись, да, вот, ну, стабильность, вот ровно тогда вот в душе. Я не могу сказать, что у вас есть какой-то всплеск эмоций, я не могу сказать, что у вас есть какие-то события, которые, ну, прям переполняют вас эмоциями и чувствами. Ну, как-то вот ровно вы, знаете, как лебедь плывет, очень ровно вы и спокойно живете. Ну, спокойно относительно, да, потому что, ну, свои какие-то небольшие стрессы, встряски есть у любого, в принципе, человека, даже в быту, в мелочах. Но, тем не менее, особых таких вот каких-то, знаете, всплесков я не вижу. Адреналина такого вот, ну, не вижу я. Давайте-ка посмотрим, кто же круто изменит вашу жизнь, что же за женщина к нам пришла.
Так. Я могу сказать, что, смотрите, да, у вас проигрывается, что какой-то период вы вообще, ну, как бы страдали, переживали, да. Я думаю, это было скорее связано переживание вот любовного характера. Вам было настолько плохо, что было просто не до любви. Сейчас вот вы, да, вот сейчас начали уже отходить немного, но еще вот какая-то ностальгия есть, как я сказала в начале расклада. Э, Период, когда вот у вас было вот это разрушение было отношений, разрушение семьи было, да, то есть этот период уже остался позади. Но вы все-таки еще, да, вы еще какие-то моменты вспоминаете. Но тем не менее в вашей жизни после вот этого вот черного периода появится ведь новая любовь. Так что, ребята, ваша личная жизнь начнет потихоньку налаживаться. Давайте-ка посмотрим, кто же круто изменит вашу жизнь. Какая же это будет женщина? Так. Это будет женщина, смотрите, которая точно так пережила в своей жизни. Она пережила очень серьезный разрыв, да, у нее были кардинальные перемены в жизни. Причем этот период вот у вас совпадает. Ей было тяжело, и вам тяжело. В этом вы тоже похожи. Она будет, знаете, вот по возрасту, ну такая скорее, наверное, помоложе вас, я думаю, что помоложе будет. Она скорее блондинка, хотя, опять же, это общий расклад, так что четко на цвет волос не ориентируйтесь. Блондинка, она стройная, очень такая, знаете, внешне вот и в душе она такая юная и наивная, несмотря на то, что она уже, да, она не маленькая девочка, но вот еще какая-то наивность в ней присутствует, доверчивость присутствует. Она очень мирный, абсолютно не скандальный человек. Вот у таких людей особенно, знаете, вот при конфликтных каких-то ситуациях, вот есть такое качество, когда можно сглаживать какие-то острые углы. Бывают такие вот ситуации, когда, знаете, вот люди, ну, из мухи слона делают просто вот на пустом месте, начинают скандал, а вот люди подобного характера, они то ли в шутку это все переведут, то ли как-то это, знаете, вот что-то такое скажут, либо сделают, что человек, который еще минуту назад вот был там фурия гарпия, да, который готов был всех порвать, вот как-то успокаивается. Это реально талант, это далеко не каждый умеет делать, вот именно сглаживать какие-то конфликтные ситуации. Эта женщина очень ориентирована на семью. Она либо же хочет детей, да, вот если у нее есть даже ребенок, то она любит детей. У кого-то может проиграться, что у нее есть ребенок, да, но в этом ничего страшного нету. Но она вот именно очень такая домашняя. Она настолько вот ранимая, что нужно с ней вот как-то очень осторожно общаться, чтобы, ну, не ранить ее как-то, вот, не обидеть, потому что, ну, уж слишком. Да, потому что, вот смотрите, у нее тоже было вранье в жизни, ее тоже обманывали. И она, причем, вот она тоже в жизни вот ищет именно любимого человека. Ей не нужны какие-то мальчики для развлечений, там, да, ей не нужны ходячие кошельки. Она ищет мужчину вот именно очень четко, вот для любви, для семьи. В этом, в общем-то, вы тоже совпадаете, потому что, ну, я не вижу у вас таких наклонностей, чтобы вы хотели там девочку какую-то поразвлечься. Нет. Вот именно стабильность, именно, знаете, вот совпадение в этом, это будет очень большой плюс для вашего дальнейшего вот романа. Давайте-ка коротко посмотрим, как же будет развиваться ваш роман, да? Так. Да, вот смотрите, у вас жизнь начнется как бы с чистого листа.
Вот это идет обнуление и вашей жизненной страницы, и ее. Как будто вот с чистого листа вы начинаете жизнь вот вместе, да, вот как будто вот вы плывете в одной лодке, да, вы плывете в светлое будущее. Очень четко видно, что у вас двоих, да, вот кто знает Таро, кто увлекается Таро, знает, что нужно всегда обращать и на цветовую гамму, да, вот что нарисовано, где человек стоит, как он стоит, и в том числе на цвет нужно обращать внимание. Так вот, да, вот сейчас, вот либо в прошлом, у вас был более негативный период, и у нее, и у вас, и вы вместе вот плывете, да, у нас здесь светлый цвет, вы плывете уже в светлое будущее. Ну, плывете это я утрирую, но то есть вы начинаете новый жизненный этап. Причем отношения будут настолько, вот знаете, активные, отношения очень страстные. На удивление, знаете, женщина окажется, несмотря на свою какую-то наивность, ребячество какое-то, но она окажется вот настолько и страстной, настолько вот умелой хозяйкой, насколько вот именно умеющей делать все то, что должна делать, уметь хорошая жена, хозяйка и мать. Будет еще также у вас, знаете, вот какой-то период, но это уже когда вы там будете, ну, в романе, так сказать, в отношениях, да, будет какой-то вот еще у вас, ну, уже совместный такой период, финансы, вот финансы, небольшой кризис будет. Причем это кризис может быть, знаете, проигрывается не только у вас, а глобальный. Это может быть кризис либо во всей стране, кризис, там, я не знаю, в городе. Ну, то есть это что-то такое, либо глобальная задержка зарплаты. Ну, что-то вот глобальное такое вот неприятное. Оно со временем решится, но будет вот такой момент, когда вы будете выбирать, как же лучше и куда потратить деньги, чтобы вот, ну, правильно, да, чтобы сэкономить их, чтобы не растранжирить те деньги, которые есть. Повторюсь, этот период пройдет, но все-таки он будет, да, и сколько он будет, ну, это как бы у каждого по-своему. Поэтому нужно будет поберечь деньги. Предупрежден, значит вооружен. Так что, ребята, смотрите, финансовый кризис грядет. Я так думаю, что это будет скорее глобальный такой, ну, всемирный, не всемирный, не знаю, ну, скорее это в стране может быть кризис. Так. Итак, напоследок смотрим, чем же это все завершится. Так. Так. Еще может проигрываться, смотрите, какая ситуация интересная. Когда у вас будут отношения с этой женщиной, может объявиться ее бывший мужчина, с которым вот она пережила непростые времена, который ее обманул, да, может объявиться с какой-то агрессией, да, с каким-то вот выяснением отношений. Ну, скорее всего, я так думаю, что это будет требование либо какой-то дележки, да, может быть, это деньги, имущество, там, квартиры, у кого что есть, да. То есть какие-то претензии, он будет очень агрессивно настроен, да. И вот эта вот ваша женщина, которая будет, она будет некоторый период очень сильно переживать. Она может быть даже вот отстраниться, может быть даже к вам временно немного холодновато относиться, просто из-за того, что вот именно этот мужчина ее достанет. Она может даже, кстати, вами не сказать. Может такое быть, что она не скажет, что бывший объявился и что-то требует от нее. Поэтому смотрите, вдруг будет такая ситуация проигрываться, то слишком уже ее не обвиняйте, что она там разлюбила, либо холодно относится. Просто знайте, что она замкнулась, да, вот она переживает, ей нужно решить вот эти проблемы с ее бывшим. А так у вас будет все очень хорошо, очень стабильно, да, отношения, которые вот сулят именно вот, да, вот достаток, которые сулят гармонию в отношениях, которые сулят, знаете, вот, ну, такую вот внутреннюю и внешнюю гармонию. Поэтому, ребята, не расстраивайтесь, у кого сейчас личная жизнь не налажена, у кого, может быть, не удается
ну, наладить свои отношения с женщинами, потому что, ну, это все-таки искусство. Уметь общаться с противоположным полом, это тоже нужно уметь. И сейчас очень много проблем, да, между людьми, потому что, ну, просто вот это вот междуполовое такое недопонимание, да, я такое слово назвала, конечно, может быть, не очень сюда уместно, но все-таки. Вот эти вот взаимоотношения между мужчиной и женщиной, да, вот проблемы в отношениях, они сейчас очень актуальны. Причем актуальны во всем мире. Когда люди вот могут недопонимать друг друга даже в каких-то самых элементарных вещах, не могут слушать, не могут слышать друг друга. Потому что ведь в отношениях важно не просто слушать, а важно слышать пожелания твоей половины и прислушиваться к этим пожеланиям, если вы, конечно, хотите быть вместе. Поэтому довольно непросто сейчас, да, устроить свою личную жизнь и мужчинам, и женщинам. У каждого свои претензии, у каждого свой опыт, у каждого свои психотравмы. А в принципе, знаете, ну не бывает людей, которые ну, не травмированы. Я имею в виду психологически не травмированы. У кого-то были свои какие-то ссоры, расставания, разводы. Даже которые были по молодости, да, все равно это все остро переносится, особенно если ты влюбляешься. И это накладывает какой-то свой отпечаток на дальнейшую жизнь. Поэтому, ребята, не расстраивайтесь, все у вас будет хорошо, и жизнь у вас наладится именно с приходом новой женщины, которая круто изменит вашу жизнь. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!